Здравствуйте, бесценные зрители нашей передачи «Точка кипения», которая выходит на канале «Вестник Кавказа». Я Эльмар Гусейнов, ведущий, журналист и историк. И сегодня с Максимом Шевченко, нашим экспертом традиционным, а, хотели бы обсудить животрепещущее событие. А, сев- Даже не сегодня, а я думаю, что ближайших дней будущих и ближайших дней прошедших – это выборы в Грузии, только что прошедшие, но еще, видимо, не завершившиеся, потому что там происходят различные события политические, социальные в Грузии, да и международные вокруг нее начинают происходить. Максим, что в Грузии произошло? Я бы только уточнил, мы обсуждаем не выборы в Грузии, а мы обсуждаем кризис, который может обрушить Грузию в состоянии гражданской войны. В Грузии Принимается. активно западные агентуры во главе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, урожденной француженкой, тебе это близко, как мы Грузинского знаем. происхождения. Ну, мало ли, там есть арабского француза происхождения, есть грузинского происхождения, есть русского происхождения француза. Вот Марина Влади, она француженка, но она, говорят, русского происхождения. А это вот француженка грузинского происхождения, которая родилась во Франции, жила во Франции, не знала грузинского, делала карьеру в политических институтах, достигла уровня директора департамента, ну, того, что, на мой взгляд, является стратегической разведкой политической во Франции, да, не военной Но там она сейчас никакой. говорит свободно по-грузински. Нет, она не свободна. Грузины говорят, что она не свободно говорит. Она приехала потом послом Франции в Грузию. Это удивительная такая история колониализма, неоколониализма. То есть, как бы вот в страну, где живут такие недоразвитые, как говорится, в прогрессивном западном смысле люди, присылают развитого человека, да, так вот присылали в Латвию, из Канады приехал президент, в Эстонию, из Америки приехал президент. Нету там своих, понимаешь? Еще там в разные другие страны. И тут, значит, вот из Франции она приехала, была послом, указывала, как жить. Михаил Саакашвили ее, значит, очень там к ней ходил на поклон, а потом даровал ей гражданство Грузии. Хотя она не знала языка. У меня, допустим, знакомые из Сухуми, беженцы, родились в Сухуми детьми. Это племянники моей очень, ну, значит, близкой подруги, моей однокурсницы с первого курса института, которая вышла замуж за моего друга потом, ну, друзья. Вот они детьми, они выросли, они хотели получить грузинское гражданство. Мингрелы, естественно, из Сухуми, грузины, да. Детьми их вывезли в 92 году. А, им не дали с первого раза, потому что они не знали хорошо грузинский язык. Знали, но не хорошо. И только уже через год, выучив его специально, потому что я им сказал, ну что, учите язык, как вы можете. Докажите, что вы нужны Грузии. Они захотели доказать, что они нужны Грузии, выучили язык, зарегистрировали в Грузии бизнес, приехали и получили гражданство. А ей Саакашвили подарил гражданство, хотя она не знала языка, и ее польза для Франции, она очевидна, потому что она всю жизнь посвятила Франции, интересам Франции. Бель Франс, прекрасная страна Франция, и мы обожаем Францию во всех ее культурных и так далее аспектах, но полагается, что это женщина, которая посвятила всю жизнь интересам Франции, также, очевидно, и интересам Грузии тоже должна посвятить свою жизнь. И так она вот стала послом, потом стала гражданкой Грузии, потом стала президентом Грузии. Сначала по грузинской мечта выдвинула ее. В тот момент, когда грузинская мечта решила, оформила мечту, и выяснилось, что грузинская мечта это не стать частью французской колониальной империи, или американской колониальной империи, или британской колониальной империи, или колониальной масонской империи в виде Европейского Союза, да, либерально-масонской. Европейский Союз, напомню, создан Великим Востоком, ложей французской, знаменитой либеральной, ну, по преимуществу, там, в диалоге между Великим Востоком и шотландским Но они обрядом. много чего хорошего создали, не только Европейский Немало, Союз, да. да, да, и немало создали того, что адекватно там, что является частью той истории. А вот, значит, мечта, когда грузинская мечта определилась, что ее мечта это Грузия, когда стали думать о том, что такое Грузия. Грузия это язык,
это православие. Патриарх Илья все время сказал, что там, где звучит литургия на на грузинском языке, там Грузия, да, территориально. Это во многом правильно, потому что грузинский литургический язык – это основа общегрузинского, картлийского вот этого языка грузинского, да, поскольку в Грузии есть много народов, которые, ну, по-разному, там, сваны, мингрелы, аджарцы, значит, хепсуры, пшавы, имеретинцы, значит, гурийцы, кахетинцы, картлийцы, да, Сталин был картом, например, картлийцы, да, мать его была Рачинка, значит, Кетеван, которые говорят на разных языках и диалектах, зачастую непонятных друг другом. Язык общегрузинский их объединяет. Православие – это религия, которую с древнейших времен исповедует значительная часть населения Грузии, которая тоже объединяет, причем это православие, христианство Грузия получала из двух источников. Это имеет отношение к современной ситуации. Центральная Грузия, Мцхета, Картли, да, Кахетия, от Святой Нины с Ближнего Востока, из Каппадокии, не от Византии. Когда по преданию Святая Нина пришла в Грузию, Римская империя не была еще христианской, еще Константина не было. Это при Диоклетиане было, до Константина. То есть еще Римская империя была не христианской, а уже царь Мцхета принял христианство от Святой Нины, которая по преданию была сестрой патриарха Иерусалимского, и за ней гнался их. По преданию церковному Диоклетиан преследовал ее и ее сестер, которые и бежали туда от императора Диоклетиана. Напомню, Диоклетиан был тот, кто казнил святого Георгия как раз, но есть икона при этом, где в земной жизни он его казнил, а в небесном неком воплощении святой Георгий повергает Диоклетиана, знаменитая сванская. Ну, она общегрузинская икона, просто я ее в Сванете видел, очень древняя икона. У нас вот дракона повергает, так как бы символически, потому что считалось, очевидно, неполиткорректно, чтобы императора под копыты коня бросал. А там Диоклетиана, победа, духовная победа святого Георгия. Вот Грузия, то есть это древнее православие, не зависящее от Запада, ни от Рима, ни от Византии Грузия получила православие, от Иерусалима фактически получила. От центра исторического христианства. С этим можно спорить, там историки могут доказывать, тыкать пальцами в архивы, но это свидетельствует о вот этом важном направлении движения. Оно напрямую получило с Ближнего Востока, из Палестины и из окрестностей Палестины. Это не Западная Грузия, да, от Византии, это Мингрелия, значит, вот Аджария, там, да, потому что это была зона греческих колоний черноморских, где христианство вместе с Византией, значит, с Римом пришло, это была территория Рима. Потом это все объединилось. Вот это Грузия. И грузинская мечта, на мой взгляд, в ходе борьбы доформулировала, что такое мечта, грузинская мечта. Грузинская мечта – это быть Грузией. Но при этом быть Грузией не подразумевает там, быть сателлитом России. Обязательно. Почему нет? Ну, почему? Не, ну почему и нет, но не подразумевает, потому что это не формулируется. Это оппоненты грузинской мечты говорят, ах так, если вы не под Европейским Союзом, то вы точно под Москвой. Но, на мой взгляд, это не так. Грузия слишком самодостаточное, древнее, цивилизационное пространство, уникальное. Не византийское, не русское, не иранское, хотя и Россия, и Иран, и Византия, и Османская империя, и арабы, и в доисламское время, значит, тоже там Османская империя сасанидов имела влияние, безусловно, на эту территорию. Но это давно было. Это все живо, это все реально. Но вот в Европе же нахождение Грузии в составе России тоже реально живо. Это было еще да, вчера. но это, собственно говоря, не так давно случилось, и это случилось в конце 18-го, начале 19 веков, в конце 18-го, начале 19 веков, и, собственно говоря, времени немного прошло, да, тем более Россия упразднила грузинскую государственность, да. упразднила грузинскую церковь, включила ее в епархии Русской Православной Церкви, подчинила Синоду, что для грузин является, конечно, тяжелой драмой. Я просто напомню, что это делали не русская, это делала немецкая династия Готторп-Голштинов.
А оберпрокурорами в основном тоже Но были дело не в том, не русские, русские. не русские, татары или башкиры, это делала Российская империя. Это удивительно, поскольку османы, арабы не ликвидировали грузинскую церковь. Османы не ликвидировали Мусульмане грузинскую нигде не церковь. ликвидировали. Нигде. А Российская империя пришла и ликвидировала А на грузинскую территории православие. Азербайджана, кстати, тоже Российская империя в начале 19 века ликвидировала Албанскую албанскую церковь, который был... Несторианскую присоединила к армянской церкви, например. Да. За армянскую тоже пытались взяться, но тут, как говорится, слишком оказалось большое пространство того, где живут Да, армяне. Самые да, разные. В Османской это империи было своя невыгодно, армянская да. церковь и, значит, Константинопольский патриархат. Тут, значит, свой Учмя-1 создали. Не будем об этом. Да, Короче, к выборам. То есть я рассматриваю это как цивилизационный конфликт, а не конфликт партийный. Я рассматриваю, грузинская мечта отдает себе отчет, многие из них, мне доводилось лично разговаривать с Бедзиной Иванишвили, например, у меня был такой опыт, да, это очень глубокий человек, он очень ясно понимает разломы современного мира, да, глубокие разломы современного мира, цивилизационные, глобальные, элитные конфронтации. И он, как и многие из грузинских интеллигентов патриотического направления, да, патриотического склада, Леван Первели, его интеллигентом, ну, он такой политик, воин, да, сейчас вот он выздоравливает постепенно после тяжелейшей операции, болезни, тяжелых испытаний, которые выпали на его долю. Дай ему Бог здоровья. Воспринимает дай бог. Грузию как абсолютно уникальную, самодостаточную цивилизацию. Страна-цивилизация. Нет страны, похожей на Грузию. Христианская, кавказская страна, объединяющая многие народы, не ассимилируя их в рамках православной церкви. Ведь армяне это тоже не народ один. А армяне это разные народы, которых литургия на армянском языке сделала армянами. Вот армяне, что объединяет армян Бейрута, которые пишут там на арабском языке, понимаешь, с армянами России, которые пишут на русском языке? Общая церковная, на самом деле, традиция армянская, непринятие Халкидонского собора. Идут споры, монофизиты, не монофизиты, оставим это богословом, на этот счет есть разные мнения. Возможно, нет, возможно, там не монофизиты, был раскол по халкидонской этой линии. Ну, в общем, это ассимилировались. Разные народы, которые принимали вероисповедание армянства, армянской церкви, превращались в армян, Такое в истории забывая свои языки. не раз случалось, Ты не когда встретишь армян, которые говорят на каком-то другом языке. вероисповедание превращало группу людей в народ. Да. Да, ты не встретишь армян, которые говорят на другом языке и называют себя армянами. Если это не арабы, тоже вот в Ливане, они говорят на арабском языке с окружающим населением. Но они между собой там и так далее. А грузины, вот, пожалуйста, разные народы, разные этносы, которые объединяются в Сакартвело, да? Туда же входят азербайджанцы, политически там оказавшиеся, туда же входят армяне, туда входят чеченцы. Имеется в виду среди населения Да, Грузии. среди населения Грузии, да. Они не грузины, они просто живут на территории Грузии, Но они это не их родина. христиане. И не христиане. Русские, безусловно, которые живут, осетины, которые частично являются частью Сакартвелла, некоторые осетины скажут, а некоторые скажут, нет, мы вот отдельно, да, мы не картли, мы не грузины, да, есть и такие тоже моменты. Короче, Грузия это сложнейший концепт, цивилизационный, небольшая страна, которая помимо того, что она дает такой вот уникальный цивилизационный, ну скажем так, драгоценный дар миру в виде себя, она еще является перекрестком важнейших путей. Это путь из Азии, все богатства Азии, как ни крути, идут через это маленькое, узкое достаточно долину, когда ты едешь вот из Тбилиси в Батуми, ты едешь, у тебя слева малый Кавказский хребет, справа большой Кавказский хребет, понимаешь, ты едешь так, как будто по ложбине такой древней реки, но это река глубокая, такой пролив, да, древний. Максим, вот хорошо, сейчас И с юга на в север результате... тоже, поэтому сейчас идет
брошен вызов очень серьезный. Просто нет смысла обсуждать политические, парламентские Нет, все я эти к чему? заявления Я к чему? Зурабишвили, ответ Кабахидзе или Нет, мы это обсуждать не будем. Вот война, смотри, Грузия на грани войны. 54% тех, кто пришел к урнам, проголосовали за грузинскую мечту. Все это большинство, можно правительство формировать. Можно. За что они проголосовали? И, Я сказал, за что. и тогда оставшиеся, которые пришли там За европейский выбор. 46%, они что, не грузины, они что, за разрушение Грузии, они Да. что, за то, чтобы ее отменить и сделать департаментом Франции? Да, я считаю, что да. Так нельзя. Почему так Это нельзя? Так простовато. можно, ну как простовато? Ну, А и как говорю, простовато, если это ценности, которые и идут из Европейского Союза, не ценности грузинской цивилизации? Вот они так протестовали против запрета закона об ЛГБТ. Но ЛГБТ это что, ценность грузинской цивилизации Я не православной? думаю, что эти 46%, они вот именно из ЛГБТ. Слушай, но огромная демонстрация была в защиту закона ЛГБТ. Подойди там, спроси, они скажут, нет, мы не это, мы петухов сами там презираем. Но это европейский закон, надо быть Европой, надо быть толерантным. Нет, они вместе с Раневской, которая говорила, человек должен, условно говоря, сам распоряжаться своей попой, без влияния со стороны. Тогда, тоже враг секунду, народа. так нет, распоряжайся, а зачем закон-то принимать? На уровне государства. Нет, закон о попе, о распоряжении Нет, попой. Зачем Так принимать? теперь и приняли закон о распоряжении попой. До Нет. этого никаких законов в Грузии по этому поводу не было. Почему? Была легализация, это все. Была активная Просто пропаганда за это не велась. судили. Пропаганда. Ну, я не об этом сейчас. Это ЛГБТ меня вообще мало интересует. Ну как, а Там тебя были и мало другие. интересует, а руководство Не-не-не-не, Европейского Союза интересует там были и много. Это говорит другие хорошо о законы. тебе и говорит Нет. странно о руководстве Европейского Там были и Союза. другие законы, но не только это. Об иностранном финансировании. Не только это их. Стоит из России перевести 10 рублей кому-то, какому-то грузину, его объявляют шпионом. Зачем? Стоит из Европы перевести 10 миллионов, это считается нормально. России не нужно переводить, потому что фактически теневым руководителем, серым кардиналом Грузии сейчас является российский миллиардер долларовый. Он не является российским. Им не надо. А каким он является? Он имел французское гражданство, между прочим. А И основные от его... российского он тоже отказался? Да, конечно, разумеется. Он был Ну, значит, депутатом парламента, как он мог? Значит, он не российский гражданин. Да, он был, между прочим, французским гражданином одно время и имел активы во Франции, очень большие, Бедзина Иванишвили имеется в виду, да? И у него заблокировали в швейцарском банке несколько миллиардов его денег. Может, поэтому он повел Грузию в другую сторону сейчас, из-за заблокированных активов? Да логично было бы, если деньги имеют такое значение важное, принять все условия Европейского Союза и получить свои бабки довольно. И уйти. Значит, есть ценности, которые для Бедзина Григорьевича выше денег. Вот и все. И эта ценность для меня очевидна. Эта ценность – это традиционная Грузия, ее цивилизация, да, с опорой на традиционные. Почему Китаю можно, опираясь на китайскую цивилизацию, идти в будущее? На нормы китайской цивилизации? Почему это можно делать, там, я не знаю, Саудовской Аравии, например? Почему это можно делать Индии? Ты можешь сказать, Китай и Индия большая, а Саудовская Аравия Америка разрешила. Не разрешила бы Америка Саудовской Аравии, вплоть до того, что там головы рубили и камнями женщин побивали, никаких претензий мы к ним не слышали. Америка им это разрешила. А Грузии вот нельзя запрещать иностранное финансирование и ЛГБТ. Нет, мы все можно. Мы обсуждаем итоги выборов. То есть, итоги выборов именно в этом. В отличие от Саудовской Аравии, итоги выборов того, что Грузия стала цивилизационным... Да, но Саудовская Аравия авторитарный монархический режим, тирания. Это союзник Запада и США. Им позволено вкладывать деньги в Лондон, в Нью-Йорк. Огромные миллиарды. Получать с этого прибыль. Это позволено. Нет. А Грузию сейчас Просто хотят из-за того, что они миллиардов. европейское финансирование запретили, хотят запретить вкладывать деньги, а арестовывать деньги грузин. То есть, получается, если ты играешь по демократическим нормам Запада, тебе нельзя, и при этом хочешь жить своей жизнью. Но если ты не играешь по демократическим нормам Запада, а там журналистов кромсаешь, как Хашоги, саудовского журналиста, раскромсали в саудовском посольстве в Турции, но при этом бабки даешь Западу, тебе можно история, все. Да. Вот и все. То есть все упирается в бабки. Но для грузин не так. И на самом деле это конфликт ценностей. Да, эти 46%, они считают, что они
Они просто видят по-другому Грузию. Они видят Грузию как Грузию, меняющуюся в рамках прогресса. Что будет дальше, Максим? Дальше Саломе Зарубишвили сказала, что она сформирует из оппозиции проигравшей. Причем никто не говорит, что были фальсификации на выборах. Даже Европейский Союз, который не признает, говорит, что на выборах, значит, были там давление на избирателей. Какое давление на избирателей? Вот митинги на Шатар-Руставели оппозиция — это давление на избирателей? Давление. Но когда митинг проводит грузинская мечта, это давление недопустимое, а когда проводит нацдвижение, давление допустимое. То есть, когда агенты Запада проводят митинги, это нормально. Митинги проводят не агенты Запада, это получается недопустимое давление. Еще там что-то какое-то. Они на всех как бы участках, где были нарушения, в том числе в Марнеуле, так как все азербайджанцы за грузинскую мечту голосовали, это просто я знаю точно. Нет, То там вот начался это вброс пачек. Это в информационных агентствах есть, да? Чтобы дискредитировать выборы в Марнеуле, подбежал этот купленный человек и стал запихивать под камеры пачки бюллетеней специально, чтобы дискредитировать азербайджанский выбор. Характерно, что азербайджанцы Грузии и армяне Джавахетии голосуют за грузинскую мечту, а не за Запад. Это очень интересно. Кстати, внутри Грузии у армян и азербайджанцев нет конфликта, нет конфронтации. Они дружат часто между собой, взаимодействуют, работают, шутят. Я видел просто в компаниях бывал, где азербайджанцы и армяне вместе грузинские находятся. Подкалывают друг друга как-то, да, как там принято. Они да? в Баку так жили до Да, в определенного общем, момента. абсолютно, как говорится, когда Запад не вмешивается, когда защищают от Запада или от его менеджеров, которые изображают из себя патриотов, то вообще у людей все нормально становится. Запад живет по принципу Рима. В окрестностях империи, а Европейский Союз — это Римская империя в новой интерпретации, они воспроизводят одну и ту же схему. Город-государство, которое должен пожрать человека. В окрестностях разделяй и властвуй. Это принцип Рима. Вот и Грузия — это предельно воплощение этого принципа. Разделяй. Ты понимаешь, Грузинский народ разделен примерно пополам. И Запад формирует два центра политической власти. Теперь все упирается только в одно. Если грузинская мечта упрется и предпримет, допустим, меры по обвинит Саломе Зарубишвили в попытке государственного переворота, да, и лидеров оппозиции, это неизбежно приведет к конфронтации с Западом, но, может быть, спасет Грузию от гражданской войны. Если начнутся сейчас переговоры, и они позволят оформиться двоевластию, любое двоевластие неизбежно приводит любую страну к катастрофе. Царство, разделившееся внутри себя, не устоит, сказал Христос. Так и есть. Если Грузия, вот сейчас Грузия, просто это, как христианская страна, древняя, так и должно быть, она иллюстрация просто к евангельским притчам. Вот она сейчас делится внутри себя. Грузия, которая делится внутри себя, не устоит. Она потеряет еще земли, она потеряет еще огромное количество Максим, людей. Вот все-таки она разделена внутри себя. Это очень правильный. Запад хочет пробить дорогу к Армении. Франция, например. Это ладно. Нет, а без Грузии у них, без Грузии им Армения не нужна. Грузинская мечта, она знает о том, что все-таки 46% населения это по-другому смотрят на мир. И есть две манеры поведения в таких ситуациях: человеческого и политического напряжения всей истории человечества. Первый – это сказать: мы плевали на вас, мы получили свои 54%, а вас здесь нету, мы вас сбиваем. Такие слова звучат. Да. Вторая манера – это каким-то образом поговорить с этими 46% и сказать: мы каким-то образом давайте включим, давайте сделаем коалиционное правительство, так, например. Слушай. Или мы, допустим, вам что-то еще Эльмар, дадим. Мы учтем, что вы есть на этом свете. Проблема в том, что говорить-то приходится не с ними, а с чиновниками Европейского Союза. Что как раз Европейский Союз в лице своего представителя Саломе Зарубишвили блокирует этот национальный диалог. Блокируют, они ставят условия внешние. Как раз мы не слышим внутри политических условий. Ситуация крайне поляризована. Это очень опасно. Я
правда, следя, это большое упущение, но я слежу внимательно ежедневно за тем, что в информационном поле появляется из Грузии. Я не слышал ни одного слова со стороны грузинской мечты о том, что мы с вами как-то поговорим. Не Ну, слышал. потому что все грузины, которые имеют отношение к политике, почти все живут в Тбилиси. Почти все они живут, так или иначе, бывают в центре Я хочу Тбилиси. напомнить, что в Тбилиси грузинская мечта не взяла ни одного Не депутатского об этом места. речь. Они живут, как правило, в центре Тбилиси. И они друг друга прекрасно все знают. Лично. Ты не поверишь, насколько Грузия Я это поверю, это маленькая страна, где маленькая. все друг друга Она знают. страна не маленькая совсем, она больше многих европейских стран. Но вот это политическое ядро учились примерно в одних школах, учились примерно в одних университетах, учились примерно на одних курсах, понимаешь. Многие потом ходили на курсы всякие после советского времени, те, кто помоложе, повышение квалификации, которые Тем там не менее, западные не организации. договариваются. А, И даже не пытаются это Это сделать. часть политической природы Грузии, которая издревле идет, к сожалению, которая привела к трагедии 92 года. На мой взгляд, Зviad Гамсахурдия был... Я спрашивал грузин много раз, почему вы свергли Звияда? Это был интеллигентный, умный человек. Говорит, он ошибался. В чем ошибался? Потом я начинаю вытаскивать, он вот поднимал менгрельский фактор сильнее, понимаешь, занимался Менгрелией. Так, не так, не мог, он не понимал, будучи интеллигентом, вот еще одно мнение, природу грузинского общества, которое была и тогда, и во многом и сейчас на улицу завязана, да, то есть можно назвать это криминальным миром, мы назовем это мягче, улица, да, которая, когда его свергали, вот у тебя сидел Шеварднадзе, Джаба Иселяни, бывший вор в законе, гениальный человек, написавший великолепную книгу «Страна лимония», занимавшийся Шекспиром, помимо того, что он описывал, как он там гум обносил в 50-е годы, понимаешь? И Тенгиз Китавани сидел другой стороны от него, значит, два Свана и Шеварднадзе. А посередине гуриец. Гурия самая бедная, значит, кстати, регион Грузии. И самые неплодородные почвы там. И в чем была ошибка? В чем была его ошибка? Гамсахурдия, сына величайшего писателя Грузии, величайшего писателя Константина Гамсахурдия. Он говорит, он как бы не понимал, как реально живет Грузия. Он жил вот отвлеченными идеями. А так, говорит, это был очень хороший человек. Говорю, и все пришло к тому, что его в итоге убили. Гамсахурдия, понимаешь? Грузинская культура политическая – это сложнейшая вещь. Сложнейшая. В ней перемешаны человеческие отношения, в ней перемешаны этнические факторы. Вроде не важно, как я сказал, Грузия объединяет все народы. А когда речь идет уже об отношениях, важно Мингрел, Сван, Кахетинец, Картлиц. Где-то больше это имеет значение, Аджарец, где-то меньше, да? Западная Грузия, центральная, восточная Грузия, Тбилиси, не Тбилиси. Дальше идет, кто были твои родители, из какого ты рода происходишь, кто был твой дед, понимаешь? И это все, вот этот совокупный комплекс отношений учитывается. Запад это все упрощает, нанизывая на вот европейские нормы. Давайте решать по ним. Фактически, вот когда я говорю цивилизация, грузинская мечта, это вот эта вот сложность грузинского общества. Поэтому, когда ты говоришь, что они не предлагают, да миллион раз предлагали, думаешь, за все это время не торговались, я не знаю деталей, уверен, что это было. Но Запад, очевидно, делает другое предложение. Запад делает предложение тем не массам людей, безусловно. Основной, кстати, электорат оппозиции – это мингрелы. Потому что Саакашвили, у него мама мингрелка, и мингрелы наиболее пострадали от Абхазской войны, потому что основная масса беженцев, в том числе вот эти два мальчика, про которые я рассказывал, которые уже мужчины, понимаешь, это мингрелы, да, которые вынуждены были покинуть Абхазию в ходе этнических чисток 1992 года. И они основная опора национального вот этого движения – это Мингрелия. Это и имеет тоже большое значение. Это Западная Грузия, которая всегда тяготела, как, кстати, вот к Западу туда, понимаешь, имела выход на него. То есть здесь такое уравнение, когда начинаешь его выписывать, там не 3, не 4 неизвестных,
Это сложнейшая система, грузинская политическая культура, диалог, сложнейшая система, где все выходит в итоге к личности того человека, который разговаривает. Если Вот один человек про него скажет, а я его знаю, это серьезный человек, да, про другого скажут, да, он из себя изображает просто так пустозвон, пустобрех, например, понимаешь? это везде в бывшем Советском Закавказье так. Но У всех государство народов. там не имеет такой силы. Государство в Грузии не имеет такого же значения, как вот этот авторитет личный, авторитет улицы, Вот сейчас, авторитет культуры, Максим, вот авторитет сейчас, внешних с институтов. учетом всего этого, вот сейчас, значит, они ни о чем не разговаривают, не договариваются. Я так не думаю. Неважно, как они до сих пор не Ну, договорились. ультиматум идет. Ну, потому Ультиматум мы что собирались- грузинская мечта Вот сделала в одну ошибку. ноябре, Если вот- они объявили импичмент, начали процедуру, не довели его до конца, они резко усилили Саломе Зурабишвили. Резко усилили. Если ты уже объявляешь процедуру Но они не могли, импичмента, по закону, они не смогли довести его до тогда конца. не по надо было закону. объявлять. Это была серьезнейшая политическая ошибка. Может быть, да. Как мы все изучали, если ультиматум предъявлен, его надо Конечно. исполнять. Но, вот предположим, сейчас. В ноябре они соберут парламент. Уже сейчас оппозиция объявила, что не возьмет свои мандаты. И создаст свой альтернативный... Это Саломе, Зурабишвили да, сказала, создавайте свое правительство, правительство, да. я его признаю. Двоевластие. двоевластие. И что будет делать? Будет это все давить, грузинская мечта? Что Есть она будет только, делать? есть только 3 сценария. Ну, это много, 3 Первое, сценария. а я объясню, Да, какие. это- Нет, это это много. очень мало, потому 3 что сценария, да. это когда сценариев много, это вообще плохо в политике. Это всегда плохо. И все 3 сценария чреваты определенными последствиями. Первый сценарий. Грузинская мечта предпримет силовые действия, потому что силовые структуры на стороне грузинской мечты, основная масса силовых структур Грузии. Вторая, грузинская мечта капитулирует, и тогда им надо просто бежать. И третье, это будет некий переговорный процесс, который они смогут прийти к некому консенсусу. А перевыборы, еще одни выборы. Не может быть такого сценария? Ну, перевыборы это что, сценарий 2004 года украинский, что ли? Когда Янукович победил, Украину не будем. нет, Ну, это да. все схема-то одна и- Перевыборы бывают в Нет. разных странах, не только Нет. в Украине. А почему должны быть перевыборы? До какой поры будут перевыборы? Пока оппозиция не победит, что ли? А вот если на следующих выборах, допустим, грузинская мечта возьмет не 54%, а 68%, Европа опять скажет, что это неправильные выборы. Ну, как договорятся? Как Вариант договорятся? худший из многих, ты прав. Если бы грузинская мечта взяла 60, больше 60, то не было бы этой проблемы. 54/46 это очень серьезный раскол страны. Ну, они не могли взять 60 по разным причинам. Могли. По всем опросам не получалось у них 60. Кто бы их ни проводил, поэтому... Я 60 считаю, допустим, не что получилось. попытка убийства Левана Первели, попытка отравления Левана Первели и выведения Левана из политического информационного пространства на момент, а наши с ним стримы, его выступления внутри Грузии Да-да-да. стали очень серьезным фактором грузинского информационного независимого поля. Согласен. Это серьезный удар. Дай Бог ему здоровья, еще раз скажу. Да, вот, например. Ну и я еще раз говорю, я не понимаю грузинское вот до конца это вот уравнение, я не могу его просчитать. Я ориентируюсь на моих друзей грузин, да, Да. которые мне помогают. Есть такие вещи, которые русскому даже в голову не придут, и которые обращают, когда мое внимание Россияне, скажем на так. эти детали. Не, русскому именно. Россияне это понятие. Чеченцы могут прийти, потому что кавказская культура, она подразумевает такое внимание к деталям, к человеческим, да, как, с кем, что, какого рода, Несомненно. откуда, кто происходит, кто за ним стоит, да. А мы, русские, считаем, что вот есть политика, это как бы, вот книга написана, план, там, политика, да. Государству выделены деньги, выделено там это, все надо проводить. Раз, что-то не получается. Почему? Как? Потому что мы 200 лет назад поссорились с ними, и это наша сегодняшняя Не жизнь. поэтому. Вот смотри, поэтому тоже. Сталин при всех его минусах огромных и при всем его масштабе, у него было удивительно. У него была политика Советского Союза, а в отношении Грузии была особая грузинская Не политика. только Грузия.
Именно нет, именно в отношении И в Грузии. отношении Азербайджана была Он особо. занимался конкретно с Западной Грузией, ну в отношении Закавказья. Он Да, понимал, да, что это сложный момент, да. где нельзя решить все просто расстрелами, как было в Азербайджане в 1937-1938 году, да, Не все, когда даже тогда не все решили под корень расстрелами. решали, не решалось расстрелами, ссылками народов, как с чеченцами, а более тонко. Вот я считаю, что то, что сейчас на Кавказе происходит, требует детального понимания на уровне микроскопа. К сожалению, в России еще одна особенность. Грузины крайне не любят рассказывать о своих делах внутренних, внешнем. Поэтому, когда говорят, ну в России 162 тысячи грузинов, есть очень богатые люди, да, грузинские евреи, которые очень достойные люди, как азербайджанские любят, как азербайджанские евреи любят Азербайджан, так грузинские евреи иногда, как грузины сами шутят, более грузины, чем мы сами, да, чем они, значит, грузины. То есть вот именно в культурном презентации. А на самом деле я понимаю, что Россия не понимает про Грузию. Не понимает. Не понимает про Согласен. Азербайджан, может быть, понимает чуть больше, потому что есть прямой диалог с президентом Алиевым, да, у президента Путина. И в Азербайджане есть другая система общества, вертикальная. Другая, да, политическая Да. вертикаль. А про Грузию, где вот это сложное, там попытка создать в Грузии иерархическую авторитарную вертикаль, она катастрофически кончится. Не получится никогда. Катастрофически кончится. Она вызвала, на мой взгляд, и то, что это мое личное мнение, что многие туда как бы к оппозиции пошли, потому что грузинская политическая культура, она, у нее идиосинкразия на авторитаризм. На этом, кстати, Саакашвили погорел во многом. Ну, на этом погорел и Шеварднадзе тоже. Хотя Эдуард Амвросич был старый лис, как говорится, и он пытался, но он тоже, как говорится, все под себя подминал, понимаешь? И Абхазскую войну, в принципе, он начал для того, чтобы уменьшить влияние Гамсахурдия. Это же была Абхазская война, начатая Саакашвили, значит, при поддержке там многих под лозунгами, начатая Шеварднадзе, Шеварднадзе. извини, Шеварднадзе, да. Это была попытка уменьшить менгрельское влияние, очень сильное в органах госбезопасности, по понятным причинам, да, в культуре. Менгрелы были большей Тоже частью населения Константин Абхазии. Гамсахурди, живой классик, да, его сын как бы президент и так далее. Одна из причин, там было много причин, но эта причина тоже существовала. Серьезная, потому что это достаточно серьезная часть Западной Грузии. И у Сталина, интересно, тоже была особая политика в отношении, даже Фазиль Искандер, помнишь, пиры Балтазара выделяет секретарей Западных Грузий, которые сидели, смотря там на выдуманную реальность Фазилем Искандером, да, вот такого пира как бы сталинского. Это особая такая страна с особыми территориями. В общем, в России грузиноведения нету. Если Россия не будет прислушиваться к тем грузинам, которые могут рассказать детали о содержании, у России нет инструментов, которые есть у Европейского Союза. У Ты Европейского думаешь? Союза есть деньги, у Европейского Союза есть нравится, не нравится, На терпимая красавица, идеология. На Грузию-то у России найдутся деньги. Нет, не найдутся, потому что на самом деле нет дипотношений. Все это будет неправильно и как бы и в обход, и всегда это будет торпедироваться. Если Грузия, как говорил Бедзина и Иванишвили, что западные чиновники требовали от него, говорили, что ну вы будете партизанами, да, там и так далее, встать, открыть второй фронт. У меня нет причин не верить Бедзине Григорьевичу в этом вопросе. И если Россия займет Грузию, то вы будете вести партизанскую борьбу. Так они говорили, да? Ну просто если вот в Грузии сформируется режим, который будет открыто присоединиться к санкциям Запада, открыто даст базы Западу для, ну по украинскому варианту, условно говоря, у России просто другого варианта не будет. Надеюсь, что этого никогда не Я надеюсь, что произойдет. грузины справятся. Я могу сказать, что если в России будет власть патриотически консервативной, никакого конфликта не будет. Я уверен. Да. Не с Грузией, и даже думаю, что и с другими православными странами тоже.
На этой мажорной ноте я предлагаю закончить обсуждение, потому что я думаю, Максим, в ближайшие дни события в Мы Грузии, поймем, что там. во-первых, и будет возможность еще раз обсудить, То, что мы отталкиваясь от говорили, сегодняшнего. прогнозами не является. Нет, Я искренне молюсь, чтобы это варианты, Грузия варианты, избежала но конфликта, чтобы возможные варианты. Да. договорились, но я боюсь просто, что ставки слишком высоки. Америку мы не обсудили интересы внешних сил. Америки и Давай. Франции, и Англии, всему Западу интересы Запада совпали. По крайней мере, у США и у Великобритании интерес – это хаос. В преддверии американских выборов демократы, а демократы – это союз британских элит и американских Очень многое, демократов. ты прав, будет решаться в зависимости Да. от того, как в Им ноябре пройдут нужна выборы. гражданская война в Грузии, хаос. А французам нужна управляемая стабильность. И французы хотели бы на самом деле договориться, и чтобы Грузия стала транзитным коридором до Армении. Если это случится, то Азербайджану тогда мало тоже не покажется. Потому что тогда французское оружие в Армению пойдет через территорию Грузии. Да оно и так туда идет без Нет, всяких проблем, это оружие. Нет, это не совсем так. А через какую территорию, по-твоему, идет французское оружие в Армению? Не через грузинское, через грузинскую. И сейчас идет оно прекрасно. Никто им не отказывал в этом пути. Ну, там, в общем, будут совсем другие правила. Может быть. Да. Может быть, А да. третий момент – Когда это, точно конец придет Грузии. значит, тогда всему Южному Кавказу придется очень не сладко жить. честно Пока тебе там скажу. расположена Армения, это Всему. будет всегда. Всему. Это будет Я не всегда. согласен с этой позицией. Я считаю, что есть армянство, которое хочет конфликта, а есть Армения, жители Армении, которые хотят мира, и которые хотят мира с Азербайджаном, Хотят с Грузией, мира. с Турцией, с Это Ираном, и выполнять ту роль, при которой Армения богатеет. Вот сейчас Армения, не воюя ни с кем, нарастила свой валовой доход, там, не знаю, национальный доход там в разы за счет импорта-экспорта. Ну, не в разы, но нарастет. Ну, в 7 раз сказал президент Это Азербайджана, торговля. в 7 раз сказал. Торговля. Да, торговля. Вот, так это их старая, так это их древняя функция, понимаешь? А что, у них атомная энергетика была древней функцией? Такая же армян, что ли? древняя функция – конфликт с окружающими мусульманскими народами. Тоже древняя функция, Не было которой... никакого конфликта с окружающими мусульманскими народами. Армяне блаженствовали всегда. А армяне конфликт возник с появлением национализма. Когда в Османской империи была турецкая революция случилась, была отменена конституция Танзимата, фактически, к власти пришли националисты, тогда и национализм появился армянский, арабский, курдский. Я считаю, что курс президента Азербайджана, который мы видели с Николом Пашиняном, разговаривал на мирный переговор, на договор, это единственный правильный курс, который в интересах и армянского, и азербайджанского народа. Но Грузия может быть этой пороховой бочкой, которая взорвет весь Южный Кавказ. Я так, к сожалению, вижу эту ситуацию. Грузинская ситуация крайне важна для всех. Ну, будем надеяться, что этого не произойдет, что там всем к январю удастся договориться. Я думаю, что, может быть, к сожалению, но ключевым моментом будут выборы в Соединенных Штатах, в зависимости от того, кто Под придет. это все и делается. кто Демократам придет, надо совершенно хаос. верно. К приходу Трампа им надо, чтобы Грузия полыхала. Ну да, не только Грузия. Ну, посмотрим, что будет. От этого много будет зависеть. Ну и от того, что будет в начале ноября, когда попытаются в Грузии созвать вот этот вот, ну, видимо, все-таки укороченный парламент, потому что вряд ли, мне кажется, они не возьмут мандаты оппозиции. Короткий парламент Не это тоже придут. термин из истории английской гражданской войны. Великобритания, Англия, да. Еще не Там Великобритания, было еще и Англия. Охвостье, и короткий парламент. Англия, Ирландия, Уэльсы и Ну, Шотландия. вся человеческая история состоит из прецедентов и аналогий. Все, спасибо большое. Мы еще Спасибо. будем обсуждать Грузию. Там развиваются события. Это интересно политологам и международникам, журналистам, но, к сожалению, трагично может оказаться для самих грузин. Максим, спасибо большое. Хочу еще раз подчеркнуть глубокое знание ситуации все-таки в Грузии у Максима. И будем еще раз желать здоровья Первеле, который выздоравливает. Я рад это слышать. Может быть, он появится как-то, мы втроем сумеем поговорить об этом. До свидания. Вы смотрели передачу «Точка кипения», которая выходит на канале Вестник Кавказа.
Эльмар Гусейнов, ведущий, Максим Шевченко. И давай мы зададим вопрос. Давай. Как, дорогие зрители, вы думаете, стоит ли нам иногда выступать в роли прямого эфира, что вы могли задавать вопросы, и мы могли на них отвечать в прямом эфире? Да, мы бы очень хотели, Присылайте комментарии к этому. чтобы это случилось, но надо, чтобы вы это захотели. Об этом сказали. До свидания. До новых встреч. Максим, спасибо.